Итак, сейчас мы займемся хрустящим пралине. Это будет такой тоненький хрустящий ореховый слой на бисквите, который добавит, реально новых ощущений гостям, которые, вашим друзьям. Я не знаю, кто будет у вас этот торт есть, но поверьте мне, вот эта тоненькая, вроде бы ничего не значащая прослоечка не оставит равнодушным абсолютно никого. Итак, делается она до банального просто, даже стыдно на самом деле вам рассказывать, да, но вы должны знать. Для приготовления нам потребуется водяная баня. Вот у меня тут уже закипает вода. Я сюда просто поставил миску. Здесь у нас молочный шоколад и масло какао, которое мы прямиком отправляем сразу же на водяную баню, пускай топится. Дальше здесь у меня это пралине, миндально-фундучное. Грубо говоря, это даже не грубо говоря, а просто если говорить, то это будет паста из орехов и карамели. Вот, здесь у нас миндаль, фундук и карамель. И, естественно, вафельная крошка. Если у вас вафельной крошки нету, вы не отчаивайтесь, вы можете заменить ее на, например, подробленное юбилейное печенье, да и любое печенье, которое вам нравится, или орешки, что угодно, короче. Что касается пралине, да, это не такой продукт, который можно найти в любом супермаркете. Если же вам все-таки не повезло и вы не нашли пралине, то его можно сделать. Это не очень просто, и стоить это будет, скорее всего, вам блендера, но сделать его можно. Нужно пожарить орехи, любимые вами, какие хотите. Сделать карамель, просто сахар растопить. И потом все это дело пробить блендером вот до состояния пасты. Вот такой вот. Но лучше всего поищите в интернет-магазинах, потому что 100% пралине ореховое везде продается. Это продукт, который, мне кажется, сейчас используется всеми любителями и профессионалами в нашем сладком деле. А если вы все-таки не нашли, то поищите, возможно, есть урбеч какой-нибудь. Или, например, на крайний случай возьмите нутеллу. Но тогда уберите оттуда и шоколад. Лучше масло какао оставить, взять нутеллы по количеству пралине и вафельная крошка. Итак, у нас здесь растопился шоколад и растопилось масло какао. Все, мы это аккуратненько перемешиваем. Так, дальше мы сюда добавляем наше пралине многострадальное. И сразу сюда же отправляем вафельную крошку. И все это просто перемешаем. Все. Теперь мы можем заниматься тортом дальше. Следующим этапом мы должны нанести наше хрустящее пралине на наш бисквит. Для этого мы воспользуемся такой палеточкой. Мы можем даже на самом деле снять кольцо, чтобы нам было удобнее. Наша задача распределить тонким слоем это хрустящее пралине. Вам, скорее всего, в следующий раз захочется нанести его слоем потолще. Так вот, не делайте этого. Здесь основной вкус в этом торте должен быть все-таки отдан шоколаду. А остальные вкусы, которые мы туда добавляем, они призваны поддержать шоколад, чтобы ему было покомфортнее, да, не просто шоколад, а там чуть орешка, кислинка. И не нужно стараться сделать вот этот слой толстым. Это будет неудобно есть, потому что там же шоколад, он в процессе застынет, и гостям, и вашим друзьям будет неудобно просто этот толстенный слой разламывать и наслаждаться вкусом торта. Вот, поэтому будьте аккуратны. Все, вот мы его распределили ровненько. И теперь давайте обратно поместим наш бисквит.